Привет! В этом видео я покажу свой процесс, который затормозился. Возвращаюсь опять к этому свитеру. Это я вяжу свитерок своей внучки. Я думаю, вы также захотите связать свитерочек. Можно на ребенка, можно на себя любимую. Мужской вариант также. Английская резинка. Это всегда была, есть и будет в тренде, в моде, как сказать. Здесь у меня, конечно, фасончик не базовый. Я придумала на этот свитер вот такую вот горловину. Вот с такой вот отделкой, да? И точно такая же отделочка у меня внизу на свитере. Свитер оверсайз, свободный, не длинный. Вот с такими вот по бокам планочками. И английская резинка, ее можно узором разнообразить, любым. Здесь у меня вот такой вот свитерок с таким вот узором. Я буду вязать еще такой второй свитер для меньшей внучки. Они определились с цветами. Младшая внучка хочет красный свитер. Пряжа Yarnart Jeans. Здесь 55% хлопок, 45% акрил. Цвет 88 и метраж в 50 граммах 160 метров. Я еще не знаю, как я буду вязать второй свитер. Здесь у меня спущенный рукав. Я себе упростила, да, вариант. И, конечно, мы давайте определимся. Английская резинка и полуанглийская резинка. Это два разных узора. Я подготовила здесь небольшие образцы. Вы мне напишите в комментариях, что вас интересует, нужен ли вам такой мастер-класс по такому свитерочку. Вот образец у меня английская резинка. А вот полуанглийская резинка. Вот так выглядит с лицевой стороны. И вот изнаночная сторона. Я хочу обратить ваше внимание на наборный край и на закрытие петель. Естественно, его можно набрать по-разному и также закрыть по-разному. Способов много, но я буду показывать тот способ, который мне нравится больше всего и, на мой взгляд, подходит идеально. И покажу, как закрыть петли, чтобы выглядело полотно одинаково в начале вязания и в конце. Здесь можно сделать, как вот на образце, утолщенный край. Для рукава отлично подходит. Здесь несколько рядов провязано, 2 ряда полой резиночки. И закрытие петель без полой резиночки. И вот начало и конец ряда трудно уже даже сказать, где и что. Вот наборный край. Можно наборный край также совместить с полой резиночкой. Все это я собираюсь показать. И также вот я связала образец. Английская резинка. 2 цвета. Это уже больше относится к технике бриош. Здесь также свои нюансы.
набора петель два цвета, да? Вот у меня с одной стороны начинается набор серой ниточкой, да? И вот белая ниточка. Также имеют свои нюансы. Наборный край такой в двух цветах, если вязать. И также закрытие петель. Это наборный край, а это закрытие петель. Здесь закрытие петель, конечно, регулируйте сами, чтобы он был более эластичный или более стянутый. Ну, все это нюансы, конечно. Сейчас я вам покажу свою уже готовую работу. Именно английской резинкой я связала плед. Смотрите, я не буду его раскладывать. Если кого-то заинтересует именно плед и именно этот узор, и именно связать такой плед, все нюансы. Размер я даже и не помню, но это детский плед. Английская резинка. Связан плед из пряжи Alize Super Lana Maxi. Здесь 25% шерсти и 75% акрила. Но он совершенно не колючий. Это толстая ниточка в 100 граммах 100 метров. И вот этот плед, посмотрите, какой он объемный. Это маленький плед, примерно метр на метр. Небольшой совершенно. Но посмотрите, какой у него объем. Какой он пышный. Также вот английская резинка двухцветная, но с переплетением. Просто идет переплетение петель. Также симпатично смотрится. И вот если вязать снуд или шарфик, здесь также имеет свой нюанс кромочная петля. Если здесь у меня идет в таком вот исполнении, да, вот такие вот галочки, которые чередуются, да, то в этом образце здесь немножко по-другому. Вот также по кругу набор петель и два цвета. Но если все аккуратно сделать с лицевой и с изнаночной стороны, то, например, шапочка можно носить будет на две стороны. С одной стороны серенькая, да? Вот. А с другой стороны беленькая. Точно так и снуд. Я связала образец вот таким вот узором. Смотрите, какая прелесть. Да, здесь вот у меня кромочная провязана иначе. Здесь нет галочек разноцветных. И когда вяжется плед, например, да, вот в таком вот исполнении, у него края получаются волнистые. Но чем больше мы провяжем от края резинку, он практически ровный. Смотрите. Значит, и по бокам, чтобы волна была менее заметная, нужно побольше провязать обычную английскую резинку. Да, если кому-то не нужны эти волны. Но эти волны отлично смотрятся в пледе, как плавно, так и если они очень такие крутые. Еще я связала вот такой вот образец. Такой узор отлично подойдет к свитеру, к шарфу. Здесь нет этих волн, да?
Вот такой вот красивый узор смотрится вот так вот в двухцветном варианте. Я также связала и в одном цвете этот же узор. Смотрите, пряжа это у меня Газал Baby Wool. Очень пышно смотрится в этой пряже резиночка. И вот в одноцветном исполнении. И вот в таком исполнении, да, в одноцветном, также прекрасно будет смотреться и свитер, и плед, и шапка, и шарф, и все что угодно. Два цвета и один цвет. Узор один и тот же. Именно этот узор здесь двухцветный. Я связала в одном цвете. Это пряжа полухлопок Газал. Газал Baby Cotton. Вот она мягче, эта пряжа, чем Ярнард Джинс. И вот ребеночку отлично подойдет. Здесь у меня полушерсть на образце. В две ниточки у меня здесь идет Lana Gold Classic 800. Даже в 3 ниточки. Можно также одну ниточку брать тоньше, а вторую ниточку толще. И также будет смотреться иначе, если бы вы взяли две одинаковые по толщине ниточки. То есть смотрите, как ярко выраженный белый цвет. Потому что белый цвет здесь толще ниточка. И розовый еле-еле просвечивается. Если интересно вам, да, я, значит, сниму мастер-класс набора петель, закрытия петель, как английскую, так и полуанглийскую резинку. И напишите, что вы думаете об остальных моментах, значит, в технике бриош, да, какой узорчик вам понравился больше. Но тот узор, который я сказала, что идеально подходит для шарфа, для свитера, для пледа, он вообще очень легко вяжется, вообще совершенно там даже и схема не нужна. А узор сам получается благодаря прибавкам и убавкам. В общем, я буду вязать сейчас свитер. Вы смотрите видео, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А сейчас всем удачи и пока!